Всем привет, мои дорогие модницы и красавицы! Скоро новогодние праздники, а также корпоративы, поэтому в этом видео давайте-ка я покажу вам, как сделать очень эффектные серьги из стразов, бисера, стекляруса и перьев. Эти серьги я делала на заказ в комплекте вот с таким вот ярким чокером. Все это великолепие предназначается для фотосессий и выступлений на сцене. Ну а если вы тоже хотите сделать себе что-то подобное, пишите в комментариях «Хочу МК по чокеру», и я обязательно сниму для вас это видео. Итак, в начале работы я на небольшой кусочек плотного фетра приклеиваю прозрачным клеем пришивной страз. И далее с помощью вот такой вот черной тонкой мононити я этот страз буду пришивать. Сделала один стежок. Пальчиком придерживая кончик, делаю еще один проход и наматываю мононить несколько раз вокруг иглы. Протягиваю, и вот мы надежно закреплены. Далее я просто пришиваю страз к фетру через отверстие в цапе. После того, как центральный элемент надежно пришит, я беру пришивные стразы поменьше, другой формы и цвета, и таким же образом пришиваю их по центру большого страза. Затем по углам пришиваю черные бусинки 4 мм. Вообще дизайн серьги полностью зависит только от вашей фантазии, так что вы спокойно можете использовать другие стразы, другие бусины. Я лишь показываю один из возможных вариантов. Вот что у меня получилось. И далее я буду пришивать по углам серые бусины поменьше 3 мм. Внизу я пришила 4 серых бусины, а вверху пришью одну граненую бусину 4 мм по центру над круглым стразом. Затем пришиваю черный стеклярус. Он должен идти от верхней бусины вниз в угол красного страза. И также с другой стороны. Вот такая вышивка получилась у меня на данном этапе работы. И далее с помощью мелкого черного бисера я буду делать стежки внахлёст между стразами. На иглу набрала бисер и делаю стежок от одного угла красного страза к другому. Он должен лечь дугой свободно. Вот так должно у вас получиться. Затем делаю точно такой же стежок, но уже внизу красного страза. И как вы видите, серьга принимает уже совершенно другой вид. И точно таким же образом я делаю маленькие стежки бисером по бокам круглого страза, но уже в другом направлении. Черное на черном, конечно, не очень хорошо видно на камеру, но вы уж меня простите. Вышивку центрального элемента мы закончили, и далее с помощью самого обычного китайского бисера 5 мм я буду вышивать основу подвесного элемента, то есть буду внизу серьги делать бисерную бахрому.
Внизу по центру серьги я пришиваю красный стеклярус. Пришиваю его очень надежно. Прохожу через каждую бисеринку 2-3 раза, так как она будет держать на себе вес подвесного элемента. И затем пришиваю еще несколько красных бисеринок вплотную друг к другу. И немного смещаю их вверх вдоль вышивки из страз и бусин. И с другой стороны пришиваю красный стеклярус точно таким же образом. У меня готовы 5 красных бисерин по центру, и далее я буду использовать черный стеклярус и также смещать его вверх вдоль вышивки. Примерно вот так у вас должно получиться. Далее я вырезаю вышивку, отступая от стежков на изнаночной стороне 2-3 мм. Пришитый стеклярус мы пока не трогаем, мы его доработаем позже. А сейчас я займусь приклеиванием страусиных перьев. Работать я буду также с прозрачным клеем кристалл. Я аккуратно пучками отрываю перышки от центра, обрезаю ненужный мусор и также пучками кладу их для дальнейшего приклеивания. Проклею небольшую поверхность фетра и также аккуратненько пучками буду стараться приклеивать перышки. Здесь вам придется запастись терпением, все аккуратненько поправлять, для того, чтобы все перышки лежали ровно. Затем сверху перьев наношу еще небольшой слой клея и сверху приклеиваю следующий слой также из перьев. Количество перьев зависит от того, насколько густой перьевой слой вы хотите получить в итоге. Что касается меня, обычно я делаю не менее 3 слоев. Вот такая вот красота получается на данном этапе работы. Мне кажется, уже перьев вполне достаточно. И далее я возвращаюсь к работе со стеклярусом. Моя рабочая нить выходит вниз из первого стекляруса. И я набираю еще 3 стекляруса и 1 чешскую бисеринку. Затем отодвигаю бисеринку и возвращаюсь вверх через все 4 стекляруса. Прохожу в соседний стеклярус и точно таким же образом делаю следующий подвесной элемент. Далее буду набирать черные под черными, а красные под красными. Затем я беру кусочек пластика, который по размеру немного меньше, чем фетр. Кстати, пластик я вырезала из ланчбокса из-под роллов. В самом верху делаю отверстие, примерно вот так, отступая от края где-то 0,5 мм. Затем беру черный кожзам и на его изнаночной стороне обвожу нашу серьгу. Затем все это вырезаю. И сейчас мы с вами нашу серьгу будем собирать. Аккуратненько подрезаю лишний фетр по краям, стараясь не задеть стежки с изнаночной стороны. Подгоняю по размеру кожзам, затем беру вот такую вот швензу и ее продеваю сначала в пластик. Смотрю, как это все будет выглядеть. Окей. Затем проклеиваю швензу
Приклеиваю ее к пластику вначале, вот так, а затем пластик к фетру. Все вот эти вот внутренние элементы не должны доходить до края вышивки примерно 1-2 миллиметра. Затем беру кожзам и также проклеиваю его клеем. Делаю отверстие вверху, также примерно как и на пластике, и надеваю сверху швензы. И все это хорошенько сжимаю. И, конечно же, все вот эти вот некрасивые места нам нужно с вами спрятать. И пока вся эта конструкция сохнет, мы можем обработать боковой край. Я буду обрабатывать бисером деликой размером 1,6 мм. Я уже неоднократно рассказывала, как обрабатывать боковой край. Есть много обучающих видео на эту тему, так что в этом видео не буду на этом моменте останавливаться. Вот так круто выглядит готовая серьга. Даже задняя часть аккуратно и красиво. Я благодарю всех тех, кто досмотрел это видео до конца. Всех люблю. Всем пока.